сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Союза СССР выступает Виктория Муллова, Советский Союз. Viktoria Mullova aloitti viulunsoiton 4-vuotiaana kotikaupungissaan Zhukovskissa. Nyt 22-vuotiaan Moskovan konservatoriossa opiskelevan Viktorian takana ovat jo voitot kansainvälisissä Wieniawski, Sibelius ja Tchaikovsky-kilpailuissa. Ovet kansainvälisille konserttilavoille ovat avautuneet tälle Leonid Koganin virtuosimaiselle oppilaalle. Вика была в детстве очень такая подвижная, очень нетерпеливый ребенок. Все время она хотела всегда что-то делать. В общем, ее одолевала всегда жажда деятельности. К этому конкурсу я стремилась, в общем-то, всю жизнь. Это была моя мечта участвовать в конкурсе Чайковского. И, в общем, это, наверное, объясняется тем, что конкурс Чайковского очень значительный конкурс, один из самых популярных в мире. И с этим конкурсом считаются во многих странах. И конкурс Чайковского открывает дорогу на крупнейшие эстрады зарубежных стран. Не только зарубежных стран, но и крупнейшие эстрады Советского Союза. Вот, поэтому я участвовала в этом конкурсе. Союз художников СССР в своем доме на Гоголевском бульваре устроил как-то выставку живописи, связанную с музыкой и с артистизмом. И вот в конце этого приятного очень вечера был небольшой концерт, где играли выдающиеся наши скрипачи, и в том числе такая, я бы сказал, сенсационная скрипачка, появившаяся на нашем музыкальном горизонте, как Виктория Муллова. Я сидел в зрительном зале и был ею буквально потрясен, ее мощью, законченностью ее исполнительского мастерства и какой-то грозной поэзией. Я пригласил ее в свою мастерскую. До этого я ее писал по памяти несколько дней, подготавливая, так сказать, ища композицию этой вещи. Она как будто только что кончила играть какую-то сложную вещь, очевидно, Паганини, и образ немножко аскетичного человека, немножко закованного. Если бы она могла быть в черной рясе, она бы была, может быть, монашком. Это поэтический образ.
Мне нравится с ней работать, мне нравится ее подход к работе, в музыке, ее, так сказать, музыкальные концепции. Как-то мне это близко, хотя иной раз мы не всегда у нас все гладко, так сказать, в работе, но так сказать, в работе оно и не должно быть гладко, зачем это нужно. Вот, но с ней интересно, и уже играть с ней, в общем-то, легко, когда, так сказать, обо всем есть договоренность. И знают, можно сказать, и я уверен, что она будет хорошо развиваться, что ей просто, так сказать, годы ей добавят, может быть, то, что ей сейчас немножечко не хватает. Забываешь слова. Он получается, знаешь, между прочим, здесь стаката нет. чуть-чуть мало сейчас. Мало, да, еще. Ну, это найдется. Прямо от меня. Девушка, а вот это место ты вспомнила потом. Помнишь? Ага, хорошо, от меня прям, да? Если так не получится. Вы знаете, сами мы, в общем, не музыканты и никогда не учились музыке, но очень любим музыку. И поэтому, когда вот у меня родилась дочь, я очень мечтала, чтобы у нее были бы способности. Ну, хотя бы вот такие минимальные, чтобы, ну, слух, чтобы был. И чтобы я ее могла учить музыке. То есть осуществить то, что сама не смогла. Вот. И когда, значит, ей было, ну, годика где-то 3, так, но мы заметили, что она поет довольно чистенько, ну, правильно. Но все-таки, тем не менее, я проконсультировалась в детском саду у музыкального работника, чтобы она у нее проверила слух. Ну, и та сказала, что слух у девочки очень хороший. Вот. И у нас, значит, мы живем в Подмосковье, и у нас во Дворце культуры, значит, там принимали маленьких скрипачей. И я услышала об этом наборе, что, значит, маленьких скрипачей, там маленьких детей, вернее, берут и будут обучать. Это как бы не школа еще, а как бы, ну, что ли, кружок, что ли. Вот. И я, значит, туда помчалась записывать. В общем, передо мной выбора не было. Там фортепиано или скрипка. Раз принимают на скрипку и принимают маленьких, значит, я должна свою дочку учить. А там, значит, разберемся, что и как. Мне было довольно еще мало лет, когда я начала учиться играть на скрипке. И прошло довольно много времени, когда я осознала, что такое музыка, и по-настоящему полюбила музыку. Ну, потом Вика начала заниматься. Педагог поставил такое условие, что заниматься нужно только с родителями, чтобы ходили родители, смотрели, как я буду, значит, показывать, как надо играть, как руки, там положение рук, постановка пальцев, и, значит, чтобы дома, чтобы не давали ей неправильно играть. И поэтому, значит, я попросили папу, чтобы он, значит, этим делом занялся, потому что нужно сказать, что у нас в это время родились еще 2 девочки, близнецы. И как раз Вика, когда начала заниматься музыкой, эти дети были еще маленькие, мне было еще года. И, конечно, сами можете себе представить, у меня было 3 детей, в общем, все маленькие. Вот я была очень занята, папа, значит, ходил, занимался. Ну и папа у нас очень хороший характер у него, такой твердый, волевой. Вика тоже волевой характер. В общем, они занимались лет 5 вместе. Мечтали ли вы о какой-нибудь другой профессии, помимо профессии музыканта? Нет, никогда. Я ей постаралась внушить, что скрипка – это вот что-то такое, ну, необыкновенное, это что-то вот божественное, что это просто большое счастье играть на скрипке. И когда она даже ходила еще в детский сад, и когда она иной раз придет со скрипкой, и там ребята: ой, Вика со скрипкой, смеялись над нею, Вика со скрипкой. Мама, ребята смеются, что я со скрипкой хожу. У нас в садике никто со скрипкой не ходит. Я говорю: Вика, ну что ты? Да это они просто тебе завидуют, что только одна ты со скрипочкой ходишь. Они просто тебе завидуют, что они так не умеют играть и что они не учатся. А сколько времени вы занимаетесь музыкой ежедневно? Ну, как получается, но для меня просто необходимо часов 5 ежедневно, 4-5. Вы знаете, она, когда начала учиться в Москве, то она ездила сначала в Москву из дома. Поэтому каждый день она уезжала и приезжала. Это было у нее, уходило 4 часа в общей сложности на дорогу.
2 часа туда и 2 назад. И поэтому, значит, конечно, школа у нее отнимала очень много времени, практически все ее свободное время, потому что она приезжала, еще занималась на скрипке, вот, и книги читала, ну, в общем. А когда она уже стала учиться в консерватории, она поселилась в общежитии. Ну, это, естественно, очень тяжело всегда для родителей, когда дети покидают родительское гнездо. Ну вот я собираюсь закончить консерваторию, аспирантуру, гастролировать, учить новые программы, играть все лучше и лучше. Это мои основные задачи. В этом году Виктория Мулова получила первую премию на международном конкурсе имени Чайковского. Но она до сих пор очень часто бывает у нас в школе и вспоминает о годах своего обучения здесь. Наша школа существует с 1932 года. Обучение у нас ведется в школе по 2 циклам – музыкальный и общеобразовательный. В первый класс у нас принимаются дети 7-летнего возраста и учатся 11 лет. После окончания школы они поступают в консерваторию. Учатся у нас дети не только из Москвы, но и из всех союзных республик нашей страны. Обучение в школе у нас бесплатное. В старших классах, судя по успеваемости, учащиеся получают стипендию. В интернате наши учащиеся также живут бесплатно, многие из них на государственном обеспечении. Специальности у нас в школе такие: фортепианное отделение, оркестровое, все струнные инструменты, скрипка, виолончель, контрабас, альт, духовое отделение, флейта, гобой, кларнет, тромбон, небольшое теоретическое отделение. Также в школе существует хор для младших и старших классов и симфонический оркестр. Наши дети очень много выступают, ездят с концертами по разным городам нашей страны. Преподавательский состав у нас довольно разнообразный. Во-первых, у нас работает группа ветеранов, педагогов, которые преподают здесь почти с основания школы, то есть уже по 50 лет. Вот. Это люди, которые работают только в школе. Кроме этого, на протяжении всех лет существования школы у нас работают профессора консерватории, совмещая свою консерваторскую педагогическую деятельность с нашей школой. Нижний от акцента, мягко. Тара-тара-дам, та-та-тара-тара-дам. Нет, нет, низ акцента не играете. Вот. Здесь остро. Да. Это можно. Чтобы не очень. Та-та-пара-дара-дара-дам. Пам-пам-пам. Первое. Там-пам. Сыграем дальше, да? Леонид Борисович Коган мой самый любимый скрипач, прежде всего. И он оказал на меня и оказывает огромное влияние и как скрипач, и как личность. Я очень счастлива, что я учусь в его классе вот уже столько много лет. Мне очень нравится его игра
без внешнего какого-то показа, очень глубокая, по-настоящему сильная и яркая. И я стараюсь идти, в общем, по его пути. Вы понимаете, как ученица, с ней заниматься и легко, и трудно, потому что у нее очень, можно сказать, упрямый музыкальный характер. Первое. Второе. Она обладает очень большими, можно сказать, неограниченными виртуозными возможностями, и поэтому с ней надо заниматься очень осторожно для того, чтобы эти виртуозные все ее возможности не закрыли музыки, не закрыли большой эмоциональности, глубинной эмоциональности. Но я могу дополнить, что мне кажется, что главная ее сейчас задача состоит в том, чтобы интерпретаторски и артистически разнообразить свой музыкальный талант, довести его до той точки, когда он сойдется с ее замечательной виртуозностью и владением инструментом и очень красивым звуком. У нее вообще сильный характер. И это можно видеть, как она держится на сцене. И потом, вы знаете, она держится, в общем, строго так. Но это чепуха, потому что она на самом деле очень простая девчонка. Очень, ну, такая умная, такая, ну, очень добрая. В общем, хорошая подруга. Ну, как с ней жить в одной комнате? Знаете, очень приятно и очень интересно, потому что мы влияем, конечно, друг на друга. И я от нее получила немножечко дисциплины, которая вообще редко бывает у южных людей. А победы на конкурсах изменили Викторию? Вы знаете, я немножечко боялась. Я не знала, какой она будет после столько побед, столько конкурсов. Но на самом деле она, по крайней мере, в плохую сторону никак не изменилась. Такой и осталась. И все как-то мои дела все связаны все равно с музыкой. Даже если я отдыхаю или... Ну, как такового отдыха нет. Я должна обязательно что-то делать. Даже если просто вот сижу, с кем-то разговариваю, все равно звучит музыка. Я очень люблю слушать музыку. В свободное время я слушаю как классическую музыку, так и не классическую. Люблю очень джаз. А такие увлечения, в общем, обычные для каждого, наверное, как кино, книги. Я тоже имею их. Музыка для меня все, вся жизнь моя. И представить себе жизнь без музыки я не могу. Поэтому вот только так могу ответить. Что вы испытываете во время исполнения? Целиком уходите в исполнение произведения? Оно вас захватывает? Да, конечно. И счастье, когда удается полностью уйти в произведение и думать только об исполняемом. Один из моих любимых сочинений — это концерт Сибелиуса. Я с большим удовольствием играю Брамса, также Паганини. Ну, тут трудно выделить каких-то композиторов особо, потому что я очень многих композиторов люблю.
С Викторией я совместно уже выступаю вот уже 3 года. Это высокоодаренный человек, прекрасная скрипачка. С ней играть очень легко. Она заражает своей эмоциональностью, своим мастерством. Учит она произведение очень быстро. К поездке в Таллине мы готовились, то есть фактически год назад мы знали, что будет исполняться именно вот эта программа, то есть концерт Паганини. Ну вот уже сегодня будет 3-й день, как мы репетируем. Так что все это очень быстро происходит, в основном, всегда.